Друзья, всем привет! Мы с супругой сегодня выделили себе 1 часик для похода за сосновыми ветками, натуральные витамины. Вон наш лес, недалеко, поэтому мы выбрались. Помимо основного корма мы еще кормим осиной, заготавливаем на зиму. Ну и соответственно за сосной ходим периодически. Вот, поэтому сейчас с ней пойдем. А пока будем идти, чтобы нам было не скучно, маленькая моя супруга проведет вам урок истории по сосновому бору. Она коренной житель соснового бора. Я-то парень городской, приезжий. Я вообще из Казахстана, из города Кустаная. Но вот приехал сюда в деревню, ни капельки не жалею. Ну что, приступим. Вот, друзья мои, вот с этой стороны вы видите, с левой стороны, да, вот такой вот вырытый котлован. Это раньше была здесь зимняя теплица. Здесь было большое, очень большое подсобное хозяйство. Вот это яма, что ли? Да, да, вот эта вот яма, вот подними повыше. Вот эта вот яма, это была зимняя теплица. В мае месяце мы уже ели, все жители нашей деревни, свежие огурцы. А я почему-то думал, что это... Сюда мусор вываливают, ветки, не ветки. Я думал, это вырыли. Валили в свое время. Сейчас, правда, конечно, уже перестали валить, потому что у нас более-менее в деревне навелся порядок. Организовали сбор мусора. Поэтому сейчас вот это вот все, что вы видите, Сергей, покажи. Вот это вот все, это остатки от нашего большого, хорошего подсобного хозяйства. Вот там вот вдалеке вы видите, это гаражи, то, что тоже осталось от гаражей. Там стояла у нас спецтехника, комбайны, машины большие. Дальше сейчас мы пройдем, вам тоже покажем с левой стороны, да, получается. Там у нас тоже две большие ямы. Там тоже две большие ямы. Там было овощехранилище. Две большие ямы, там хранилась зимой картошка, полностью забитая вот этими всеми овощами. Картошка, свекла, морковь, вот это вот все. Наше подсобное хозяйство полностью содержало очень большую больницу. У нас здесь стоит областная психиатрическая больница. И все вот это вот. А вон больница. Да, вон больницу немного видно. Сейчас полностью... Так, сейчас все поля запущены у нас. А здесь все тоже, где вот эти дома, здесь тоже вот поля эти были? Вот дома, это уже позже поставили. Здесь вот на этих вот полях, на этих просторах было все засеяно, посажено овощами. За огород выходишь, прямо у тебя под ногами картошка, морковка, капуста, лук. То есть все было свое. Вот там вот, где вот угол леса видно, там вот за этим небольшим леском у нас была ферма. Большая ферма, там держали у нас коров, свиней. Тоже это было все для больницы, для населения было, для своих работников. В общем, все это с годами, в годы перестройки, это все развалилось, все запустилось. И теперь люди здесь живут только своим личным подсобным хозяйством. Кто-то на работу в город у нас ездит. Но все, что у нас осталось, все, что мы имеем, это лес, с которого мы тоже приносим грибы, ягоды, сосновые ветки ходим, ломаем кроликам своим, осину там чуть подальше тоже приходится ездить за осиной. В общем, все вот это вот, все, что у нас осталось. Ну и этому тоже рады. Так ты хочешь сказать, что до леса, вон где забор, и докуда вот и что шло-то? Ну вот, получается, вот покажи, вот где забор, вот остатки забора вот этого, вот, да, и до вот видно, наверное, там сено, солома лежит, вот заканчивается наш огород. Вот это вот вся территория, это было все в полях, все было в овощах. Нормально. Вот эти вот просторы все. А сейчас все развалилось, да? Все развалилось. Так, а ты застала, когда это все разваливалось? Да, я застала это все в своем детстве. В детстве выбегали за огород, ходили по полям за горохом, который горох дома на грядках рос. Нам его не надо было. Нам надо было на полях его надрать по детству, по шпане. Было интересно, азартно. Да, я это все застала, я это все здесь пережила, свое детство. Вот как-то так. По поводу нашей деревни, которая небольшая, что даже 1000 населения нету.
То есть тут Поэтому когда-то вот так было развито сельское хозяйство и земледелие в Сосновом Бору, правильно? Да. Там вот еще дальше, вот за этими, вот покажи, вот за этими новыми домами, там дальше еще у нас поля. Это Там вон за теми, да? Да. Там сеяли зерновые культуры все, пшеницу, овес, вот это все шло на переработку. Сейчас там просто, вот, наверное, видно, нет, Лес? темная такая полоска, там просто лесом все заросло. Сейчас там уже поднимается лес. Сосны растут, молодые сосны. Оттуда мы с Сергеем носим грибы. Это вот все, что осталось. Тоже Этой своего рода красоты плюс. всей. Нету полей, нету земледелия, есть лес, зато есть грибы и ягоды. Да? Своего рода плюс. Ну а с другой стороны, загубленное сельское хозяйство и земледелие, это тоже не есть хорошо. Да. И так, наверное, много деревень, Да, которые наверное, основная масса, если даже где-то и есть сельское какое-то очень хозяйство, мало. то это в личном подсобном хозяйстве только. Этого очень Все мало. фермы, все подсобные хозяйства, все, конечно, в годы перестройки все у нас развалилось. Ну печально, печально, что я тебе могу сказать. Я даже не представляю, как вообще это выглядело. И вот вместо вот этих елок, то, что сейчас вместо домов, что здесь когда-то были поля, там, чем ты говоришь, капуста или Да, что-то? овощи, капуста. Я Но говорю, открываешь калитку за огород, выходишь, у тебя под ногами все росло. капусту воровала? Нет, Не нет, воровал. капуста своя была. Как Своя только была? горох на полях воровали. Ну горох не страшно. Ну все, друзья, пока мы шли за сосновыми ветками, провели вам маленько урок истории, достаточно такой познавательный. Я как бы, если честно, сам об этом не знал, никогда не интересовался. Вот. Но мне очень интересно стало, что когда-то вместо вот этих елок были поля, росли какие-то овощи. Жаль, конечно, жаль, что были такие времена, когда все это разваливалось, никто за этим не смотрел. А в наше время никто этим не хочет заниматься, чтобы все это поднимать. Но я думаю, это не единственная деревня, у кого такие проблемы. Это, наверное, 90% деревень, у которых была такая же ситуация, как и в Сосновом Бору. Ну вот, друзья, мы и вернулись с леса с елками. Наша добыча составила цельный набитый мешок веток и еще небольшую охапку. Сейчас я продемонстрирую, как мы будем раздавать сосновые ветки. Они очень любят это дело. Иди. Вот таким вот темпом каждому понемногу мы раздаем. Иди, ешь. Но что хочу сказать, не все сразу налетают на сосновые ветки, потом принюхиваются, пробуют, а когда уже распробуют, тогда, как говорится, за уши-то и не оттянешь. И вот так вот каждому понемногу. Ну вот, ребята, в принципе, на этом и все. Можете написать, какие природные витамины используете именно вы. Если мы о них не знаем, мы узнаем и будем также использовать помимо осины, помимо сосны. В общем, ребята, всем удачи в разведении кроликов. Всем здоровья. Пока-пока.